Большой всем привет! Сегодня будет видео не столько об игре Casus Belli, которая у вас на экране, сколько о идеях в настольном хобби и их реализации. Это игра, которая захватила меня на этой неделе, на прошлой неделе настолько, что я могу назвать ее, наверное, первой за эти полгода игрой, которая действительно заинтересовала настолько, что я посмотрел, прочитал правила, посмотрел все доступные видеоматериалы и даже попытался найти игроков, чтобы ее попробовать. Попробовать пока не удалось, но зато теоретического знания об игре прям перебор, которым хочется поделиться, чтобы оно не осталось у меня в голове не выговоренным. Так что сегодня будет интересно, наверное, для тех, кто в целом любит хобби и об этой игре вообще не знает, неважно. Интересовались в этой игре, не интересовались, послушайте, будет интересно. Итак, это новая игра от Мартина Воллеса, которая называется Casus Belli. По жанру это 4X стратегия с очень интересными идеями, которые в теории мне прям очень нравятся, как она устроена, как она задумана. Сейчас все подробно расскажу, а вначале буквально пару слов, почему этот проект меня вообще привлек. Мне не очень нравится оформление, мне не очень нравится тема, и этот жанр в моей коллекции, ну, как бы лишний. Потому что игра, как и водится у Мартина Воллеса, на довольно сильное взаимодействие между игроками и требовательно к количеству и качеству игроков, так скажем. И у меня, конечно, больше был интерес теоретический. Я давно слежу за этим автором, и после того, как его предыдущая компания разорилась, он организовал буквально не пару лет назад новое издательство в австралийское, маленькое-прималенькое, где он и еще несколько человек, Wallace Desage. Они сделали пока несколько игр, причем каждая по-своему оригинальная, ну и со своими недостатками. Это и Blood... Это кровавые камни, которые я прям очень хотел, но потом передумал. Это Steam Power и еще какие-то игры, которые сам автор называется лайтовыми. И он сказал, что надо, чтобы в моем издательстве была одна большая, крутая, навороченная игра. И вот эта игра претендует на это звание. Мартин Воллес мне вообще как дизайнер довольно интересен. Он очень своеобразный, есть у него абсолютные хиты, у него есть абсолютные провалы. Он в свое время был очень плодовитым. Если вы вспомните игры, ну давайте вот тут список, можете посмотреть, какая вас привлекет внимание. Но как минимум мы знаем Age of Steam, очень известная, популярная, Brass, Плоский мир, Runebound, Лондон, Австралия, Brass Бирмингем, Brass Ланкашир, но это хиты абсолютные. Анно 1800. Bloodstone, вот это уже в новом его авторском издательстве выпущенное. Огромное количество игр, причем есть очень сильные. Но как автор это не совсем мой автор, потому что все его игры очень интересно подходят к взаимодействию игроков. Без интересного взаимодействия между игроками, наверное, игры у него и нет. У него нет таких классических евро, где каждый копается в своем огороде. Обязательно нужно или какой-то переговоры, или общая сеть дорог, или еще что-то. Одним словом, автор интересен. Ну и мне особо интересно было, как его новая студия вообще будет выживать на далеком континенте Австралия и что они будут делать. Потому что он фактически уже на пенсии и в конце реализовал свою мечту, так скажем, сделал собственно инди-издательство и выпускает только то, что хочет, и только то, что ему интересно. То есть его наемная работа на остальные издательства, которыми он занимался вот с 2000 года, она фактически закончена. Все, что он делал до этого, это он делал на другие издательства. Сейчас работает сам. Ну и, разумеется, я на него подписан на GameFound, и все, что он выпускает, я смотрю, просматриваю. И вот запустилась очередная игрушка Casus Belli, я так с линцой посмотрел, думаю, ну вот, что-то не очень красивое, что-то не очень внятное, да еще 4X, но потом просто погрузился. Причем настолько, что, я извиняюсь перед тем, кто ждет от меня Elder Scroll, что я даже отложил на недельку изучение Elder Scroll, параллельно я его смотрю, но тем не менее увлекся вот этой игрой. Ну, такой я человек, увлекающийся. Чем меня идея зацепила? Давайте я вам расскажу. Игра довольно жестко требовательна к составу и качеству игроков. Игра полноценно устроена только на 4. У нас в игре есть 4 совершенно асимметричные расы, которые хоть и людские, но на самом деле больше похожи на запрограммированных роботов. Почему? Потому что каждая из этих рас, она должна действовать по своим правилам и по своей линии стратегии. Потому что когда мы смотрим или думаем о 4X стратегии, мы думаем, ну, каждый в песочнице будет заниматься чем угодно. Нет, здесь, чтобы правильно игра работала, чтобы весь механизм запустился, каждая раса должна отыгрываться определенным образом, и игрок должен понимать свою расу.
Это первая интересная идея, и она несет свои проблемы, но о проблемах игры мы поговорим, конечно, чуть позже. Так вот, есть 4 расы, которые совершенно по-разному подходят к игровому процессу. Есть Звездный Альянс, которая очень дружелюбная, она со всеми контачит, со всеми пытается подружиться, и она получает свои победные очки за дружественные отношения с другими расами. Есть воинственная нация Кораллан, которая, наоборот, получает очки за побежденные и захваченные миры. И она воинственная. Есть нация Бундари, которая вообще, торгует со всеми пытается хорошие отношения строить, но на уровне торговли. И есть нация Эллинический союз, которая гордится очень своей высокотехнологичной культурой и пытается эту культуру распространить по космосу. Соответственно, так как игра не на победу, а на победные очки, у нас в процессе игры каждый из этих рас по-разному набирает победные очки. Соответственно, Эллинический союз за то, как он хорошо распространяет культуру, торговцы за то, как они распространяют свои торговые корабли, имперцы за то, сколько они миров захватили, и Альянс за то, со сколькими мирами они сумели подружиться. При этом войны как таковой нет. И это, наверное, вторая очень интересная идея этой игры, что воевать здесь нельзя до определенного момента, кроме кораллианцев. То есть все расы могут развиваться, могут распространяться, могут что-то делать, развиваться, но воевать может только Кораллианская империя, до того, как не наступит Вселенская война. Вселенская война наступает, не в каждой партии и не всегда, далеко не всегда. Тут вступает механика так называемого казус белли, в честь которого названа игра. На латыни это означает причина для войны. И вот здесь, в этой игре, чтобы начать воевать, вам нужно найти какую-то причину для войны, пока нет Вселенской войны. И только кораллианцы имеют прямо с самого начала карту, которая может развязать войну на какой-то конкретной планете. Да, чуть-чуть о механике. Каждая нация имеет свою стартовую колоду с асимметричными способностями. У каждого есть какие-то особенности, которыми он работает. Стартовые колоды довольно простые, примитивные, но они расширяются со временем. То есть это в какой-то степени такой лайтовый колодострой. Хотя очень условный. Я бы больше назвал ее игру с картами действий. Так вот, у кораллианцев есть карта действий, которая может объявить войну. То есть она накидывает жетончик на планету казус белли, и после этого она может воевать. И она единственная, которая может это делать. Все остальные воевать пока не могут. Но в какой-то момент может развязаться большая война, и тогда все начинают воевать друг с другом. То есть они могут без всякого этого казус белли начинать атаковать. Как происходит война? За каждую развязанную войнушку, в том числе кораллианцами, за каждое какое-то событие тревожное, повышается трекер угрозы. Вот этот трекер угрозы, он растет потихоньку, и тут появляются цифры через какой-то момент, от 0 до 4, по-моему. И каждый раз, когда растет угроза, вы кидаете кубик до 12, если совпадает или меньше цифры, то начинается всеобщая война. То есть шанс появления войны не очень высокий, особенно если вы сами это не гоните. И вот здесь очень интересный момент, потому что война может быть очень выгодной для определенных ситуаций. Дело в том, что игра полукооператив, то есть начинают всю игру каждый за себя. Но если вдруг начнется война, во-первых, игра удлинится на 2 раунда, а во-вторых, начинаются объединения. Объединение происходит по определенным правилам, тоже очень заданным. То есть вы не договариваетесь, ничего, они автоматически. Потому что здесь по сюжету, вот синяя Звездная империя, они дружили с Эллиническим союзом против кораллианцев, и как только начинается война, они автоматически объединяются. А вот 4-я нация, Бундари, они, так скажем, свободные и тому подобное, они объединяются либо с вот этими 2 против колорианцев, опять же, либо с колорианцами против тех 2. И это зависит от состояния развращенности общества, так скажем. То есть есть еще один трек, вот здесь коррупция. Если коррупция высокая, от 6 там и выше, то торговцы объединяются с колорианцами и воюют против тех 2. Если ниже, то получается 3 против 1. И когда игра заканчивается, то если это было военное время, то все союзные фракции, они сплюсуют все свои очки и делятся пополам. Вернее, делятся на количество игроков. То есть, допустим, если 3 против 1 играли, и они набрали 10, 10 и 10, условно говоря, то 30 делим на 3 будет 10. И если это больше, чем у колорианцев, которые в одиночку играли, то они выиграли.
В общем, это такой своеобразный полукооператив, который очень зависит от того, нужно вам перейти в состояние войны или нет. И это зависит от очень многих факторов. Иногда это выгодно одной нации, а другой невыгодно. Иногда это очень нужно сделать, чтобы получить шанс вообще выиграть. Потому что если ты сильно отстаешь по очкам, ты один уже не выиграешь. Тогда ты пытаешься развязать войну, чтобы победить с каким-то союзником. Каларианской империи вообще невыгодна война, потому что она единственная может без состояния войны атаковать других. И новички часто ошибаются, играя за нее, думают, ну, раз она воинственная, то надо быстрее войну объявить. Нет, для нее война — это смертоубийство, то есть это проблема большая. То есть если Каларианская империя умудряется в мирное время там захватывать планеты, то когда начинается война, все трое начинают ее мочить. И ее более сильная мощь может не помочь. В общем, очень интересно устроен вот этот подход. По механике, то есть это как устроена сама игра. Да, есть случайные события, когда у тебя может звезда взорваться, и Кракен прийти и съесть твою планету. То есть вот такого тоже немножко есть. По механике, как я уже сказал, это очень лайтовый колодострой, где вы, я даже не назову ее колодостроем, на самом деле это скорее игра на картах действий, где вы эти карты покупаете на рынке. То есть помимо стартовых у вас есть рынок, где вы можете покупать более крутые карты, которые дают как ресурсы, на ресурсы вы, соответственно, выполняете все действия, так и какие-то особые сильные действия. Например, можно тоже казус белли найти где-то, если попадется. Дополнительный. Можно какие-то очень сильные свойства получать на этих картах. Карт в игре, как вы видите, 60. 60 это много. На игру вы увидите далеко не все выйдут, поэтому это тоже приводит к очень разнообразным партиям. Также есть 30 событий, а так как на игру от 7 до 9 используется, то по событиям тоже будет очень разная игра. И есть система карт планет, которая тоже считаю очень классной идеей. Замечательной фишкой. Здесь контроль над планетами, он дает вам в колоду карту этой планеты. То есть вы захватили планету, получили карту этой планеты, которая, как правило, чуть-чуть сильнее, чем стартовые. И дает соответствующие какие-то ресурсы нужные. Очень тематично, очень приятно сделано. Союзы тоже дают какой-то ресурс. Развитие торговли дает возможность развивать свой планшет. Построение своих метрополий тоже позволяет развивать свой планшет. Пусть довольно ограничено, но тем не менее. Если заинтересовались большими подробностями, просто смотрите обучалку от Getting Games, где прям очень хорошо и подробно человек разбирает и показывает, как работает игра. Вообще без вопросов легко можно понять, как оно работает. Я же хочу просто в общем объяснить, как игра задумана и что с ней не так в результате получилось. Итак, мы получаем перед собой игру, которая задумана как очень умный, интересный механизм с 4 разными компонентами, работающими по-разному, которые должны работать по-разному. И если это все будет работать как задумано автором, мы получаем очень такую плотную на взаимодействие игру с очень интересными идеями и с весьма своеобразной работой. И тут начинаются проблемы. Я на самом деле не совсем уверен в этих проблемах, потому что лично я не играл. У меня только просмотренные правила, у меня просмотренные летсплеи, которые есть, и мнение 2 игроков, которые в нее пробовали на ТТС, но даже не доиграли, потому что она им показалась скучной и неиграбельной. И тот летсплей, который есть, вот Пола Грогана большой, он совершенно поломанный, потому что играли новички, девушка играла за королянцев без зуба, а за них надо играть зубато. Каждый немножко не так играл. То есть это пример поломанного летсплея, да еще и на 3 игроков. А игра все-таки работает на 4, потому что на самом деле для нормальной работы этой игры нужны все 4. Чтобы правильно работали союзы, чтобы правильно работал элемент, когда объявляется война и тому подобное. На 3, да, играть можно, но она чуть-чуть поломанная. И летсплей поломанный, соответственно, по нему игру оценивать нельзя. По мнению игроков, которые играли, но даже не доиграли одну партию, тоже сложно судить. Но попробовать лично мне и очень сложно, потому что она доступна только в ТТС, и нужен 4 человека где-то набрать сумасшедших, которые в это будут играть долгое время, чтобы оценить это самостоятельно. Соответственно, я могу только теоретизировать.
Почему эта игра больше не рабочая, чем рабочая, несмотря на потрясающие, интересные, по крайней мере для меня, идеи 4X стратегии с жестко заданными ролями. Первая проблема то, что игра на 4 человека и она длительная, а игра в таком жанре не может быть короткой на такое количество игроков. Да, это не Сумерки Империи, она играется быстрее, но тем не менее это длительная игра. И, соответственно, даже просто, чтобы ее освоить хотя бы базу, нужно пару партий, а пара партий это уже 5-6 часов. Трудно. Второй момент. За нее нельзя играть как в нормальные песочницы или в 4X стратегии. Вы не можете играть так, как вы хотите. Потому что у вас ваше поведение, оно задано вашей фракции. Если вам выдали королианцев, вы не можете играть мирно. Вы должны воевать, вы должны сражаться и должны манипулировать началом войны. Если у вас выпал союз звездный, вы не можете воевать и не можете просто так чем-то заниматься, вы должны устраивать союзы. Почему? Потому что победные очки в конце. Если вам дают, если Звездной Империи дают 10 очков за союз и 0 очков за захваченную планету, а королианцам за захваченную планету дают 10 очков, а за союз 0, то, соответственно, вы можете, конечно, заниматься и тем, и другим, но выиграть вы не выиграете. То есть, чтобы играть в эту игру, вы должны понимать, ваша роль задана вашей фракцией. Плохо это или нет? Для песочницы, конечно, плохо, но это не песочница. Поэтому нужно понимать этот момент. Третья проблема. Игра с первого взгляда выглядит как космическое евро. Но оно вообще даже близко не является евро-стратегией. Да, есть победные очки, но если ее воспринимать как евро, то любой евроигрок будет от нее плеваться очень далеко и сильно. Есть рандомные события, которые могут поруинить все твои планы. Есть рандомные карты с разной силой, которые выходят рандомным образом. Есть очень странный бой, который нужно планировать долго, и он высасывает из игрока, который участвует в бою, буквально все ресурсы, если вы сопротивляетесь. Да, про бой я не говорил, но здесь он тоже очень своеобразный, интересный. С одной стороны не рандомный, с другой стороны очень сильно зависит от того, кто что накопит к войне. Бой, я считаю, что один из огромных плюсов этой игры, но в каком-то смысле и тоже минусов, потому что те, кто воюют, те получают очень сильный дебаф по ресурсам, по способностям, и выигрыш зачастую не оправдан тем потерям, которые наносят военные действия. Да, это тематично, да, это как в мире, и это круто, но в игровом плане это очень сложно. Есть проблема очень сильного дисбаланса между расами. То есть очки зарабатывают все по-разному, но сложность зарабатывания этих очков, она несопоставима. Если за Звездный Альянс вам для победы, для зарабатывания 10 очков нужно просто прилететь на планету и положить там жетончик дружбы, то те же 10 очков для королианцев это подготовка к войне, кучу ресурсов, потом карта Казус Белли, потом атака, которая тоже не гарантирована, и ты те же 10 очков зарабатываешь несколько раундов. А Звездный Союз это делает за один раунд и вообще не напрягаясь. Плюс игра, вот для меня, наверное, это все я могу как недостатки, как плюсы для кого-то использовать, но для меня, наверное, основной, самый большой недостаток игры она ощущается как недотестированная. Даже в том летсплее рекламном, который есть, видно, что некоторые элементы просто не тестировались. И это странно, потому что это не новая игра, это игра на базе игры того же Мартина Воллеса, очень редкой и мало распространенной, которая выходила минимальным тиражом и есть только у самых заядлых коллекционеров, как она называется, «Горсть звезд». Вот игра 2017 года, она выходила в предыдущем издательстве Мартина, которое закрылась, и было, там несколько сотен коробок, может быть. То есть основа-то уже проработанная, протестированная и так далее. И почему здесь ощущение от игры, что она очень круто и здорово задумана, но при этом совершенно не тестировалась. То есть они прямо в процессе сейчас изменяют карты, то есть вот того же осьминога, которого раскритиковали на летсплее Пола Грогана, сейчас подкорректировали. Очень странно. То есть ты смотришь на игру, восхищаешься, как она задумана, но рука-лицо от того, как она играется. То есть если будут игроки, которые будут правильно все делать, игра превращается в очень интересную, напряженную и так далее.
Там, где участвовал сам Мартин в летсплеях, там прям все в восторге. То есть есть отзывы от тестов этой игры, где сам Мартин вел игру на 4 игроков. И вот такие отзывы, они прям все восхищающие. То есть как Мартин садился за Королянскую империю и пытался всех разносить, и только после нескольких партий они научились ему противодействовать. То есть автор-то понимает, как каждая раса должна работать, как она у него в голове все замечательно вместе крутится. Но когда садятся новые игроки, они начинают заниматься ерундой с точки зрения автора и игрой с точки зрения игрока. И вот и вот здесь она начинает не работать. То есть игроки должны понимать свои нации и делать то, что задумал автор. И не всегда это получается. Поэтому на выходе мы получаем очень своеобразную игру с приятной, с оригинальной идеей, с очень интересными механиками, которые, в принципе, могут работать, но не очень работают, потому что, есть человеческий фактор, который никто не отменял. Делает ли это игру плохой? Нет, потому что, всякие игры нужны и всякие игры важны. И это не евроигра, это больше такой вот амери на событийность, я не знаю, на ходу придумываю жанры, но тем не менее. Когда у вас есть некое пространство, в котором что-то происходит, и вы реагируете на это что-то происходящее. И это может быть интересно, если есть подходящие игроки, которые такое любят. Поэтому я очень жду каких-то нормальных летсплеев по этой игре от подходящих игроков, которые игру знают. И мне кажется, что несмотря на все проблемы этой игры, у нее очень большой потенциал. Это такая скрытая жемчужина жанра, где вы получаете ощущение какого-нибудь Twilight Imperium, но при этом в гораздо более короткой и гораздо более динамичной игре. Насчет игрового процесса, да, мне говорили, что он очень скучный, но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока не попробую это сам. Скучность заключается в том, что у вас есть колода карт, на котором есть много ресурсов, и вы на эти ресурсы выполняете десяток разных действий. И если это делать просто как процесс, то это, наверное, скучно. Но здесь же нет процессов, здесь есть цель. То есть у каждой расы есть определенная цель, которую вы выполняете с помощью этих действий. Если вы эту цель знаете, если вы ее осознаете, то почему этот процесс должен быть скучный, когда, я не знаю, то есть я играю, допустим, за тех же Звездную Империю. Я не просто эти ресурсы гоняю туда-сюда, я не просто так покупаю карты. Я покупаю карты под свою миссию. Дружить со всеми. Я развиваю свой планшет под эту миссию. Со всеми дружить и если вдруг на меня нападет колорианец, то иметь хорошую защиту. То есть ты строишь звездные базы, защищающие свои планеты, ты защищаешь своих союзников, у тебя есть цель, и ты под нее работаешь. Если ты играешь за колорианцев, ты ищешь нужные карты, атакующие с ракетами, с казус белли, для того, чтобы усилить свою нацию и быстрее и эффективнее завоевывать чужие планеты. Ты смотришь, как кто развивается и кого нужно дебафить. Ты смотришь, что происходит. Если ты играешь за Бундари, ты следишь за ситуацией и смотришь, у кого больше очков и кому быстрее присоединиться. Если ты видишь, что королянцы выигрывают, то гонишь свою коррупцию и потом присоединяешься к ним и запросто выигрываешь этих двоих. Если ты видишь, что эти выигрывают, ты, наоборот, снижаешь свою коррупцию, продаешь эти артефакты и присоединяешься к победителям. И, соответственно, будучи вот таким и туда, и сюда, в мире казус белли, ты понимаешь, что ты должен делать, что развивать, какие карты получать, куда двигаться в развитии. По Эларианскому союзу тоже. Если ты знаешь, что твоя культура самая крутая в мире, ты ее и распространяешь, и берешь карты под эти задачи. И в теории игра кажется, очень интересной и увлекательной на подходящую группу игроков. В общем, это пример игры, которая прямо на запуске очень странная, очень спорная, но невероятно привлекательная. Может быть, только для меня. Конечно, возможно. Но, тем не менее, я хочу обратить на нее ваше внимание, посмотрите, может быть, вам тоже будет интересно. Да, я за ней слежу, вряд ли я буду ее бэкать по очень простой причине, потому что доставка из Австралии к нам очень дорого, дороже, чем сама игра. А во-вторых, в моей коллекции, ей места нету, я никогда не соберу 4 игрока, а еще и которые научатся в это играть.
но мой теоретический интерес к этой игре очень-очень большой. Да, насчет пледжей, она, кстати, вполне себе демократичная по нынешним временам, то есть сама базовая игра стоит всего лишь $69. То есть для большой комплекс на 4Х стратегии, но это уже не так дорого. Доставка там и в Европу, США, она тоже небольшая, то есть 20 или что-то. Да, есть коробка с миниатюрами, которая дороже самой игры, ну потому что это маленькое издательство и пластик для них дорог. Миниатюры здесь, ну, как бы и нужны, наверное, для тех, кто будет в это играть много и здорово, но в принципе для игры просто вот вместо картонных жетончиков будут вот такие красивые пластиковые фиговинки. Для игры не нужно. Для тех, кто эту игру вдруг полюбит и будет в нее играть много, как на регулярной основе, то может быть. Потому что тут еще прикольно, что корабли, они стекаются. То есть, когда ты создаешь военные флоты, то чтобы они места много не занимали, ты просто их делаешь стопочками и отправляешь. Ну, либо картонные стопочки, либо вот такие. Про автому ждем каких-то моментов. Есть планы по развитию, они автому прямо сейчас разрабатывают, поэтому интересно посмотреть будет, как она будет работать. На 30 картах оно выполняет действия за какое-то количество игроков. То есть, в принципе, можно играть в одного и 3 автома, например. Или втроем и 1 автома. Но напомню, что игра спроектирована именно на игру сразу с 4 расами. В общем, вот такой проект. Спасибо, что послушали, позволили мне выговориться. Я просто не мог это не озвучить, чтобы меня эта игра наконец отпустила. Но реально за эти полгода ничего интереснее я не видел. Как бы это странно не звучало. Может быть, в теории, на практике попробовать смогу или нет, не знаю, вряд ли, наверное. Потому что на ТТС, да, можно заценить механику, но ты не почувствуешь игру. По крайней мере, для меня ТТС многие вещи убивает. Но если вдруг получится попробовать, то расскажу еще дополнительно какой-то вердикт с игровой точки зрения, а не только с теоретической. То есть этот обзор, он больше с точки зрения коллекционера и теоретика, чем как игрока. Я не знаю, как она играется, но идея игры, ее задумка и вот реализация мне прям очень понравились.